I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим гибридные наушники от компании Zigat стоимостью $179. И приходят они в небольшой по габаритам коробке с отличным оформлением, где на лицевой части здесь изображены сами наушники, есть логотип компании и указано название этой модели Lush. Ну а здесь уже указаны технические характеристики этих наушников. И за звук здесь отвечает один динамический драйвер и 4 арматурных излучателя. Чувствительность составляет 103 дБ, и они получили сопротивление 17 Ом. Поэтому сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники. 4-жильный кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Пенные амбушюры и силиконовые амбушюры. Наушники довольно небольшие, выполнены полностью из смолы и в моем случае имеют очень красивую расцветку с абстрактным синим оформлением и блесками, которые вот так вот красиво переливаются на свету. Да и логотип компании на обоих наушниках хорошо завершает концепцию дизайна этих наушников. Но здесь у них уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, и рядом находится единственное отверстие для компенсации, защищенное металлической сеточкой. А на внутренней части здесь указано название этой модели, а именно Lush, и есть маркировка канала, а также серийный номер моего экземпляра. Ну и звуковод у этих наушников металлический, имеет диаметр 6 мм, получил четкий бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и защищен металлической сеточкой. Ну и одно из приятных достоинств Zigat Lush — это их очень компактный корпус. В отличие от многих более громоздких гибридов, они действительно будут очень небольшие. И именно благодаря этому сидят в ушах просто отлично. Посадка получается очень глубокой и надежной, что сразу дает нам и хорошую звукоизоляцию, и комфорт даже при длительном прослушивании. И еще их плюс в том, что они почти не выступают из уха, так что в повседневном использовании не мешают и смотрятся довольно аккуратно. Но что касается амбушюр, то как всегда я бы рекомендовал вам пробовать варианты с более широким отверстием, так как они чуть лучше раскрывают подачу по краям диапазона. Ну и комплектные насадки у этих наушников подобраны тоже очень удачно. Они хорошо садятся, обеспечивают надежное прилегание и уже из коробки дают нам очень сбалансированное и выразительное звучание. То есть прослушивать наушники с ними можно без каких-либо проблем. Ну а приобрести гибридные наушники Zigat Lush вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. Все ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании к этому обзору. Ну и прослушивал я эти наушники с плеером Tempotec V3 Blaze и с моим новым референсным ЦАП-усилителем SMSL C200 Pro. И так как эти наушники очень легкие на раскачку, то больше 30% громкости я на этом усилителе не выкручивал. И с плеером Tempotec эти наушники звучат очень динамично, хлестко и упруго, с хорошей теплотой и энергией. А вот с SMSL они нам уже показывают свою максимальную нейтральность и теплоту в подаче. То есть это очень такая расслабленная и честная подача, абсолютно без какого-либо окраса в звучании, но при этом с довольно выраженной техничностью и детальностью. Хотя до Arcanis, конечно, далековато. Ну, в общем, по источникам, с которыми я прослушивал эти наушники, тут, думаю, все понятно. А теперь давайте лучше разберем звучание этих наушников более подробно. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат гибридные наушники Zigat Lush, и вот так выглядит график частотной характеристики. Эти наушники имеют усиление низких частот на 6 дБ с очень ранним переходом в область нижней середины, а основной акцент на 2,5 кГц в области верхней середины идеально соответствует моему таргету. Поэтому для меня эти наушники в этой области точно не звучат как-то излишне резко или энергично. Да и высокие частоты здесь в плане продолжительности очень даже хороши и
уже плавно затухают после 15 кГц, что абсолютно нормально. В общем, друзья, это чисто такой базовый, максимально сбалансированный и нейтральный тюнинг. Ну а как эти наушники показывают себя уже в сравнении с Zigat Arcanis, вы можете узнать в моем предыдущем обзоре на Arcanis. Если вы, конечно, еще не смотрели этот обзор, то обязательно посмотрите его. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание Zigat Lush более подробно. Ну и первое, что ощущаешь в звучании Zigat Lush, это тепло. Не навязчивое, не расплывчатое, а именно мягкое, гладкое и уютное основание в области низких частот, которое не стремится здесь впечатлить вас каким-то огромным количеством, но сразу задает такой уверенный и сбалансированный тон. Это не басхедный напор, а скорее такая спокойная уверенность. Бас здесь не перетягивает на себя какое-то лишнее внимание, но всегда присутствует там, где нужно, с точной дозировкой и хорошей подачей тела. И бас в этих наушниках уходит достаточно глубоко, чтобы ощущаться не только слухом, но и телом, но не в виде какого-то массивного давления, а как такое очень плавное, вкрадчивое наполнение снизу. Он не раздувается, как уже в басхедных наушниках, не гудит и не нависает над нижней серединой, а наоборот, звучит очень так чисто, прозрачно и очень сдержанно, как бы мягко обволакивая общее звучание, но не захлестывая. Каждый его слой при этом считывается отдельно, и при этом мне нравится, как вся нижняя основа остается цельной и упорядоченной. А вот мидбас в этих наушниках — это, пожалуй, сильная сторона этой модели. Он отрабатывает с таким хорошим телом, при этом подчеркнуто, аккуратно, без какого-то избыточного панча. Bosch, как и Tom, все звучит достаточно сочно и с характерной теплотой, но точно без лишнего какого-то веса или добавочной подгрузки. Здесь нет какого-то раздутого вот такого объема или мутного места, а наоборот, все в этих наушниках звучит собрано и естественно. И в насыщенных треках бас тут точно не плывет и не мутнит середину, как бы давая ей такого большего ощущения дыхания. И особенно приятно, как эти наушники уже работают именно с фактурой. Бас здесь по восприятию не плоский, не однотонный, он умеет быть, так скажем, разным на акустических инструментах, чувствуется там древесина корпуса, а на синтезаторах упругая текстура и очень такая приятная аналоговая насыщенность. И все это подается здесь не через какую-то грубую силу, а через такую очень тонкую артикуляцию. И в этом, как по мне, есть и музыкальность, и внимательность к мелким деталям. Ну а что касается атаки, то она достаточно быстрая, но не резкая, как, например, уже у планарных наушников. Каждый удар в этих наушниках ощущается с такой легкой, но приятной упругостью. Он, так скажем, здесь не выстреливает, а очень так мягко и точно пробивает с плавным откликом и хорошо контролируемым импульсом. Ну а затухание при этом остается хоть и короткое, но не обрубленное, с аккуратным таким уходом к средним частотам, благодаря чему бас здесь, так скажем, не мажет общую картину звучания, а звучит по-настоящему чисто и абстрагированно, что, как по мне, друзья, очень важно. Ну и в итоге низкие частоты в Zigat Lush — это пример очень правильной, теплой и зрелой настройки. Здесь нет какой-то сверхпоказанной басовитости или перегруза, все звучит здесь очень ровно, сбалансированно и комфортно. Такой бас вас не утомляет и не спорит там с остальными частотами, а естественным образом встраивается в общую звуковую картину, создавая очень такую прочную, но невесомую основу. Басхедам скорее количество тут будет маловато, и тогда я вам, друзья, уже советую рассматривать покупки именно Zigat Arcanis, но вот всем остальным я уверен, что баса здесь хватит с лихвой. Ну а середина в Zigat Lush звучит спокойно и уверенно. Она не старается здесь слишком явно выделиться, не тянет одеяло на себя, но при этом остается фундаментально важной. Это теплая, нейтральная и очень комфортная подача, в которой все просто находится на своих местах. Нету никакой резкости, ни агрессии, ни намека на какую-либо добавленную яркость. Такой звук, ребята, очень легко воспринимается и абсолютно не утомляет даже при длительном прослушивании на высокой громкости. То есть я не шучу, ребята, эти наушники реально можно слушать очень громко, так как все-таки тут не какой-то там Harman тюнинг, и область верхней середины в этих наушниках была слегка ослаблена, что дает нам вот такую очень прекрасную, как по мне, возможность хорошенько так подать громкости. Так что любители послушать реально погромче точно здесь будут довольны. Ну и смотрите, что интересно, в сравнении с Zigat Arcanis середина тут не такая аналитичная и менее подчеркнутая по восприятию, и подается как очень такая мягкая и обволакивающая, с телесной основой и расслабленным характером. Она не сухая, но не размазанная. Здесь слышна естественная текстура голосов и инструментов, но без какого-то там навязчивого дополнительного акцентирования. Женский вокал в этих наушниках звучит более плавно, гладко и без каких-то там сибилянтов и утомления, а мужской подается достаточно насыщенно
насыщенно, с хорошей глубиной и без какой-либо зажатости, глухоты или переизбытка массы. Ну а инструменты в этих наушниках звучат с особенным характером. Гитары с живым и теплым телом, фортепиано с мягкой атакой и приятным послезвучием, ну а струнные достаточно естественные и без излишней какой-то остроты или яркости. То есть в этих наушниках абсолютно нет никаких выпирающих акцентов и дополнительной окраски в звучании. Все подается достаточно ровненько и стабильно, и может даже в какой-то степени, я бы сказал, мониторно. Да, по разрешению Lush, конечно, уступает Arcanis и, например, Zigat Odyssey, так как тут нету такой же вот этой прозрачности и воздушности и таких же быстрых переходных процессов, но, по крайней мере, подача у Lush, несмотря на все это, ощущается просто естественной, зрелой и музыкальной. То есть они вам здесь не пытаются показать, так скажем, максимум деталей или, блин, смотри, как я могу, зато умеют просто сохранить цельность и ровность звучания. Музыка раскрывается мягко и непринужденно, и мне кажется, друзья, что именно в этом ее очарование. То есть, друзья, давайте так, середина в этих наушниках не про какие-то там вау-эффекты и захватывающее прослушивание, а про очень плавную атмосферу и доверие. Она не перегружает ваше восприятие, не требует вас вслушиваться, не утомляет там даже через 2 или 3 часа, и именно поэтому среднечастотный диапазон Zigat Lush воспринимается как хорошая и просто очень точная основа, не броская, но очень важная, плавная и очень музыкальная, и в этом, мне кажется, вся ее суть. Ты не начинаешь здесь что-то анализировать там и разбирать музыку на составляющие, как в более серьезных топовых гибридных моделях, а ты просто ее берешь и слушаешь, и это ощущение правильного, спокойного звука остается с тобой еще надолго. Но высокие частоты в Zigat Lush обладают в первую очередь спокойным и слегка притемненным характером. Они точно не стараются здесь выйти на передний план и не добавляют звучания какой-то избыточной яркости или блеска. Это, ребята, очень такая мягкая, округлая подача, в которой нету каких-то резких акцентов, сибилянтов или даже малейшего намека на агрессию. И такой верх, как по мне, отлично вписывается в общий, очень расслабленный и музыкальный характер этих наушников, позволяя вам слушать их очень долго и даже на очень высокой громкости. И на слух высокие частоты в этих наушниках кажутся скорее более гладкими, чем какими-то супер детализированными и техничными. Они не акцентируют здесь ваше внимание на каких-то микроскопических нюансах и текстурах, как это делают уже Arcanis, и не раскрывают до конца мельчайшие послезвучия, особенно в тарелках или перкуссии. Однако тембры здесь сохраняются достаточно ясными и правильными, а послезвучия подаются тут мягко и естественно, без какой-то там остаточной сухости или искажений. Ну а инструменты в верхнем диапазоне не теряются где-то там на фоне, но и не перетягивают на себя лишнее внимание. Тарелки звучат аккуратно, без какой-то там сыпучести, фортепиано при этом не резкое, но скорее теплое, а различные синтетические элементы, так скажем, не колются и очень плавно как бы вплетаются в общее звучание. И даже в каких-то насыщенных оркестровых аранжировках или, например, электронных треках не возникает ощущения какой-либо перегрузки в верхней части диапазона, как, например, уже в очень ярких и светлых наушниках. Но опять же, ребята, все это дело вкуса. И несмотря на то, что техничность у Zigat Lush будет куда попроще, чем у Arcanis, но верх, который здесь все-таки присутствует, все же играет здесь хоть и небольшую, но очень важную роль в создании звуковой сцены. Он добавляет как бы немного воздуха и глубины, но делает это более незаметно, не раздувая пространство искусственно. Затухания звуков звучат мягко, плавно, и при этом ощущается не какая-то там сухая стерильность, а именно живая и утонченная музыкальность. Да, конечно, здесь нету какой-то мониторной точности, но зато есть достаточно правильный тональный теплый баланс, в котором ничего не выпирает и не утомляет. И в итоге, друзья, как по мне, высокие частоты в Zigat Lush это в первую очередь про комфорт. Они звучат так, чтобы не мешать, не отвлекать, а очень гармонично вплетаться в общую звуковую картину, без какой-то там светлости, без агрессии, но с естественным тоном и небольшой добавочной воздушностью. И это, друзья, точно не аналитический, а очень музыкальный верх, который немного теплый, слегка притемненный, но именно за счет этого очень приятный и расслабляющий. Но звуковая сцена в Zigat Lush построена более камерно и интимно по сравнению с такой масштабной подачей, как у Arcanis. Здесь нету какого-то ощущения такой же ширины, так как пространство в этих наушниках подается более компактно, с аккуратной расстановкой образов и больше фокусируется на фронтальной зоне. Но при этом все звучит в этих наушниках естественно и очень здесь даже логично. Сцена не сжимается, а скорее собирается и подается ближе к слушателю, создавая очень такое уютное и музыкально насыщенное поле. И
и особенно заметно, как в этой сцене выделяется в первую очередь вокал, так как он явно выдвинут вперед, звучит ближе, объемнее и эмоциональнее, буквально оказывается в центре внимания, и это придает подаче такую дополнительную вовлеченность и делает звучание более человечным и осязаемым, а остальные инструменты формируют уже слои как бы чуть глубже и шире, не сливаясь при этом в кучу, так как разделение планов здесь вполне уверенное, даже несмотря на то, что общей прозрачности чуть не хватает по сравнению со старшими моделями Зигат, но глубина сцены здесь выражена умеренно, но воспринимается правдоподобно, так как нету какого-то искусственного растягивания, но и нету вот этой сплющенности образов, как уже в более бюджетных моделях. Пространство между звуками вполне себе нормально читается, и различные слои, хвосты от реверберации прорисованы достаточно хорошо для понимания общей структуры микса, и даже уже в более каких-то насыщенных треках структура при этом сохраняется, каждый элемент остается на своем месте, образы, так скажем, не смазываются, и локализация в этих наушниках вполне уверенная. И как по мне, сцена в Зигат Lush это не про какой-то вау-эффект или максимальную детализацию микропланов, а про органичную и очень приятную музыкальную подачу, где есть стойкое ощущение естественного пространства, пусть и немного камерного, как если бы ты оказался не в концертном огромном зале, а в небольшой домашней студии или клубе, где все звучит очень живо и близко по восприятию. И в итоге звуковую сцену в Зигат Lush можно охарактеризовать как уютную и цельную. Она не поражает вас каким-то огромным масштабом или сверханалитикой, но при этом не дает ощущения какой-то скованности. Все дышит, все на своем месте, а главное это подача, в которой легко погрузиться в музыку, не теряясь в деталях, а просто слушая и наслаждаясь. Ну а вывод у меня получился таков: Зигат Lush это без всяких сомнений отличные гибридные наушники, обладающие действительно студийным и супер нейтральным тюнингом, с небольшим усилением низких частот, но при этом с достаточной массой и глубиной, очень аккуратной и теплой серединкой, но с хорошей информативностью и прозрачностью, и завершает все это дело очень комфортные, но достаточно протяженные высокие частоты с довольно уверенной детализацией. И за эту стоимость, друзья, это прям отличный выбор. И эти наушники я смело рекомендую для всех истинных фанатов нейтрального и теплого расслабленного тюнинга, когда вам не сыпят излишними деталями в лицо при прослушивании, а вы просто буквально растворяетесь в этом плавном и музыкальном потоке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.